С Новым годом! Всем привет из Китая! В этом видео мы подводим итоги скайборда. Что было хорошего или плохого в прошлом году, что будет в следующем году. И бонусом в конце вам хочет сказать пару слов Андрей Скайборд, так сказать, прародитель нашей компании. Поэтому смотрите до конца. Я сегодня специально приехал на один из наших складов в Китае для того, чтобы так атмосферненько записать это видео. И давайте сразу к делу. 2021 год реально был тяжелым для компании Skybord. Что-то мне это вступление напоминает. Это был тяжелый год. Нет, действительно, реально тяжелый был, трудный год по ряду причин. Постоянно меняющаяся обстановка на границе, энергокризис в Китае, не очень хорошая экономическая обстановка в России, повышение налогов и прочее, а также задержки. Часто бывает, что контейнеров не хватает, мы просто не можем отправлять и так далее. Из-за всего этого, в том числе и сроки отодвигаются поставок. Срок доставки вырос с 25 дней до 60, это просто не бывало. Но! Тем не менее, скутеров было в прошлом году продано более 1000. Это, конечно, меньше, чем в предыдущие года, но, учитывая все сложности, это очень хороший результат, и это мотивирует нас двигаться дальше. Кстати, из плохого есть еще физические увечья, которые мы получаем во имя скайборда. Например, Андрей в этом году сломал палец на одном из покатушек. Разбитые колени, локти и прочее, а также мои седые волосы при работе с китайцами. Была налажена работа сервисов и поставок запчастей. Теперь вы не только можете купить у нас скутеры, но еще буквально купить любую часть нашего скутера отдельно. Можно даже собрать скутер полностью из запчастей. Также в 2021 году мы вам показали уйму улучшений в наших моделях, особенно в таких как BR20, BR30, BR4060, а также новые модели, такие как полноприводные BR30 и 20. Это просто... Я даже раньше, скажем так, 2 года назад об этом даже подумать не мог. А теперь я вам об этом сейчас говорю, но уже знаю, что в следующем году эти все улучшения пойдут на пользу в первую очередь этим же моделям, потому что благодаря этим улучшениям нам это все дало толчок для еще более тщательной работы и большим изменениям в следующем году. Но это пока секрет. Но самое важное в нашей компании — это вы. Вы, наша аудитория в первую очередь, потому что именно аудитория ведет с нами диалог, и именно YouTube дает нам возможность выстроить этот диалог, услышать ваши пожелания, вашу критику, что вам не нравится, что вам нравится, для того, чтобы постоянно улучшать наши скутеры, идти вперед и быть впереди планеты всей. Наш канал за 2021 год вырос еще на несколько тысяч человек, и это уже, как мне кажется, это такая большая аудитория, потому что мы начинали с сотни. Вдумайтесь в это. Когда мы открыли канал, было 100 человек, причем все они были просто наши знакомые. Лично я в этом году снял более 50 видео для канала Skybord. А вообще на канале вышло более 90 видео. Вы только можете себе вообразить. 90 видео, это примерно 2 в неделю ровно. Каждую неделю, без пауз, без выходных. Но помимо меня этим каналом занимается еще очень много человек. Например, Роман, видео которого вы так любите. Это информативнейшие, красивые и всепоглощающие видео Романа. Я лично очень люблю их смотреть. В общем, все очень достойно на самом деле. Я не вижу здесь каких-то супер косяков. Но помимо Романа у нас есть 2 дебютанта. Первая дебютантка — это Полина, красавица Полина, которая всем так полюбилась своими обзорами, особенно тем, как она впервые в своей жизни села за руль скутера от Skybord. В смысле? Какие ключи? Я ничего не понимаю. Так я вот кручу, он должен ехать. И одно из ярчайших событий этой осени, вышло этой осенью, это большой летний пробег на электроскутерах по побережью Черного моря. Они проехали около 1000 километров. Они — это Андрей, Павел, Андрей и Роман. Смотрите обязательно, если не видели. Это первое вообще в жизни видео, которое Андрей снимал, практически самое первое. Поэтому я думаю, как начало, это очень хороший старт, у него довольно неплохо получилось. Значит, людям это нравится. Люди
людям это заходит. Поэтому он будет продолжать улучшать свое качество. Кстати, он не против, если вы его будете называть Андрей Скайборд. Такое прозвище, потому что, по сути, Скайборд — это его детище, которое он холит, лелеет, он его создал практически. И поэтому он не мог остаться без слов в этом предновогоднем видео. Поэтому сейчас перемещаемся в Россию, слушаем, что вам хочет сказать Андрей. А я с вами не прощаюсь, увидимся в следующем году. Желаю вам веселого Нового года, потому что у меня здесь в Китае нету Нового года, у них Новый год аж в феврале. Поэтому давайте за меня там повеселитесь. Все, чао. Ребят, всем привет! Андрей, компания Skybord. Ну вот и заканчивается уходящий год. Скоро будет 2022 год. Год надежд, позитивных эмоций. Думаю, так оно и произойдет. А я нахожусь в этом прекрасном месте. Кавказские горы. Что может быть еще лучше? Находясь здесь, подвести итоги уходящего года. Что хочу сказать. Год был очень-очень тяжелый. Повышение срока производства, повышение ставок, увеличение ставок на перевозку. И в целом это очень усложнило в этом году еще и пандемийный год. Но тем не менее мы не отчаиваемся, мы также продолжили работать. Внедрили серию электроскутеров с 72-вольтовыми аккумуляторными батареями. В принципе, все было четко, классно. В этом году мы провели 2 крупных электропробега, которые сейчас показываю вам на YouTube. Этого никто никогда не делал, это круто, это классно. Были у нас проблемы такие, как поседевшие волосы у Жени, который находится у нас в Китае. Женя, привет. Поломанный палец, который поломал тоже компанию Слив. Это тоже первый раз. Разбитое колено и куча всяких эмоций, которые у нас были в этом году. У нас увеличилась аудитория не только, которая находится в России. Мы появились в таких городах, как странах, как Украина, Белоруссия, Казахстан. Нас смотрят по всему миру, пишут. Написали нам с 33 странах, тоже большой позитив, и это хорошие вещи. Хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия и отличного настроения в следующем новом году. С Новым годом! Ваш Skybord. Ура!